Друзья, всех приветствуем! Сегодня 20 апреля, и мы хотим рассказать, показать все, что у нас произошло за этот месяц. Итак, 8 апреля у нас был первый облет наших пчел. Температура была плюс 10 градусов, еще лежал снег. А мы наблюдали, как наши пчелы облетываются. Вот она! Летает? Пчела. О, да, вокруг тельта. Одеваем капюшоны. Обалдеть. Ну вот смотри, они меня не атакуют, ничего. Я среди них стою. Да, девчонки, дотерпели вы с нами до победного. Дальше были 2 дня довольно прохладных, пчелы не вылетали. А уже 11 апреля пчелы вовсю тащили обножку сывника. Сейчас мы посмотрим эти кадры, да? Сегодня 11 апреля, пчелки летают. 8 апреля у нас был первый облет. 9, 10 была пасмурная, прохладная погода, пчелки не вылетали, а сейчас вот, можно сказать, второй облет. Я не знаю, видно или нет, у них обножка, они тащат обножку, обалдеть. Коле сейчас покажу, он обзавидуется. Давайте посмотрим другой улей. Тоже тащит обножку. Красавица. Кстати, апрель нам продолжает преподносить сюрпризы. У нас опять пополнение, еще один улей у нас добавился. Когда нам позвонили знакомые и сказали, что у одного пчеловода тут, бывшего пчеловода, рой зашел в старый улей, и он не знает, куда его девать, да, мы... Не знаю, как описать наши эмоции. Мы не то чтобы обрадовались, мы уже задумались, а надо ли нам брать этот улей, потому что у нас уже на тот момент было 6 ульев, и для нас это довольно большая цифра, как для начинающих, потому что в прошлом году у нас было отводки, либо раи, а сейчас это уже полноценные семьи, перезимовавшие, с ними забот, хлопот намного больше. Впереди сезон роения, и мы боимся как бы этот период не пропустить, не проморгать чего-нибудь, чтобы у нас не изроилась наша пасека, сохранить семьи, как они есть, и наоборот умножить их силу, а не допустить роения. Поэтому чем больше ульев, тем больше ответственности, поэтому мы сомневались, брать ли этот улей. Но все-таки мы решили, что одним больше, одним меньше. В общем, мы его забрали. Улей тоже в запущенном состоянии был, так как мужчина, этот бывший пчеловод, сейчас он пчел не держит. Ульи у него были все законсервированы, он заткнул все ватой, все литки, все щели, но не предусмотрел, что пчелы такие хитрые существа, они найдут себе литок любой, приспособят себе, где им надо, вход. И было у него на крыше, рассохлись доски, и там была небольшая такая щель, через которую, собственно, они себе и сделали литок, и поселились в этом улье. Вот теперь у нас 7 ульев. И опять же, огромная благодарность, кто нам в этом помог. Спасибо Роману, Сергею, Юрию. Нам в этом году надо список уже составлять, кому мы должны будем, с кем поделиться медом. Отблагодарить кого медом. Гони рубль, родственник неопоня! Рубль должен быть! 2! Рассказываем про переселение, наверное. Как нам казалось, одно из самых сложных – это пересадить из одного улья в другой семью. Мы думали, мы будем десятки раз покусаны.
Кстати, это не подтвердилось. Пчелы были довольно мирные за счет того, что они тащили обножку, и им было просто не до нас. Они были заняты работой. Блин, стоят над волосом. Снизу обрывай. Бери другую. Вот так. Будем рассказывать про каждый конкретный улей, потому что у нас много разнообразных ситуаций было. Да, наверное, расскажем. Ну, наверное, расскажу только о тех ульях, которые отличились. Отдельное внимание мы, наверное, уделим сейчас улью, в котором зимой завелась мышь. Тут была мышь. Одно мышиное кругом. Вон она опять сюда прибежала. Вон она, вон она. Стой. Тварь. Наверное. Да, это она. Что делаем с ней? Давай Я ставь не метку и убивай ее. Нет. Отдельное внимание мы уделим, наверное, улью, в котором зимой завелась мышь. Мышь эту мы спугнули, ее поймала кошка. И в этом улье была небольшая паника какая-то, агрессия у пчел возникла. Мы думали, что мы там потеряли матку. И вот мы переставляли все рамки в новый чистый улей и обнаружили, что матка есть, засев есть. Ну, рамок здесь Матка немного. есть, слава Да. богу. Матка есть, значит это. Самые это улей, про которые мы беспокоились, да, причем матка такая это Сочненькая, красивая, кудрявая. длинная. И когда мы стали чистить старый улей от подмора, на дне мы заметили еще одну мышь, которая была мертвая. То есть ее убили пчелы. Очищаем улей, в котором была одна мышь. И сейчас стали с самого дна выкидывать мусор. Мышь-то вроде убежала. А сейчас вот мусор стали выгребать, где много мертвых пчелок. И смотрите, что мы нашли. Еще одна жительница. Но они ее, походу, мочканули, пчелки, и не выпустили. Вот такая вот мышка найдена при весенней обработке улья. Апрель 2022 продолжает удивлять нас. Отсюда у нас пришел вывод, что, наверное, их агрессия, их беспокойство было из-за вот этой вот умершей мыши, потому что они ее вынести не могли, и она у них там разлагалась. Соответственно, для них это и большой стресс, и всякая зараза. И поэтому они такие агрессивные и злые были. Обжигаем все. Разобрали все. Вычистили весь мусор, обжигаем все это. Ну, прям копоть что-то такая была черная. Дымок идет. Дальше мы, наверное, расскажем про два улья, которые мы привезли. Один у нас довольно легко мы пересадили, никаких проблем с этим не было, только, как сказать, только нам пришлось сокращать гнездо, стряхивать с лишних рамок всех пчел, вот, а так все было достаточно быстро и легко. Так, открыли семью, которую привезли. Смотрите, какая в ней внутри картина. Здесь живет сейчас семья пчел, вот в этой половине. А вот здесь вот обнаружено вот такое вот скопление погибших в клубе мертвой пчелы. И мы их пока вытащить не можем. Видите как? При этом такая вот картина погибшей пчелы, а там живут пчелы. Дальше мы пересаживали второй улей, из второго улья семью, в котором был магазин, был корпус.
рамки были только в магазине, а корпус был пустой. И пчелы достроили языки у этих вот магазинных рамок. То есть, сами понимаете, получились 1,5 рамки размер вот этих вот сот. И при пересадке нам приходилось у каждой рамочки под размер корпусной рамки обрезать вот эти вот языки. Сложность была в том, что уже на этих языках тоже был расплод. Очень аккуратно надо было это все делать. Мы с этим справились. Матку нашли там тоже. Сократили. Сейчас, конечно, думаем о том, что надо будет эти рамки как-то со временем изымать из улья, потому что, думаю, эта конструкция не очень надежная, и соты уже довольно темные. В общем, нам на будущее надо будет задуматься о том, как мы будем убирать все эти рамки. Ну и последний улей, который мы привезли совсем недавно, тоже доставил нам немало хлопот при пересадке, так как я уже говорила, предыдущий хозяин улья заткнул все ватой. Это все запрополюсовалось, все там, видимо, намокало. Нам очень тяжело надо это было все отлеплять, отдирать, при этом не стряхнув всех пчел с рамок. В общем, это было очень трудоемко. Боялись застудить это все дело. Хоть температура была 15 градусов, но все равно первая оттепель не хотелось бы долго держать на открытом воздухе все это дело. Вот. И опять же мы сокращали гнездо, стряхивали всех пчел с лишних рамок, оставляли там кормовые рамки, с расплодом рамки. За заставной мы, кстати, в каждом улье оставили медовые рамки, чтобы пчела переходила и брала, когда у нее в ее гнезде закончится корм, чтобы пчелы переходили и забирали оттуда мед. Что еще? Но остальные улья у нас достаточно легко и без проблем мы пересадили. Покажи улья. Ульи покажи. Вот такая вот у нас сейчас пасека из 7 ульев. Как вы видите, пересадили мы их в разные улья. Например, у нас были Бенинхаус, Лысонь, наши 2 самодельных улья. И остальные семьи мы посадили в деревянные ульи. Такой вот расплодик есть. А с твоей стороны можешь перевернуть? Ага, расплод тоже есть. Вот такая красота. Не грызут? Ух, ё. Обалдеть, они как настроили, смотри как. На пленочке. Вообще впервые мы, кстати, на пленке. Конденсатик небольшой есть. Видишь? Интересно. Что они какие-то шебутные. Много там, наверное, просто. Много? Так У нас... смотреть даже из-за заставной вон сколько. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5 рамок. И за заставной 2 рамки стоят на обсушке. Так, вот такая вот рамочка в Бенинхаусе. В Лысоне тоже расплод был, да? В уле. Смотри, как обильно насеяли они. Они. Матка, она насеяла. С водой. Рано расплод появился. Ага. Да, тут эти, Коль, личинки. Эти есть, да? яйца, да. Покажи мне хоть одну. Ну вот они, вот. Видишь, свободное место. Смотри. Ой-ой-ой, да, сколько яичек там. Вот матка, ты снимаешь матку. Ага, маточка вон бегает как раз. Ну вот, наконец-таки, наша первая зимовка и закончилась. Мы перезимовали. С этой зимы мы вынесли много уроков.
много чего поняли. Ну, собственно, что мы поняли, надо рассказать, наверное. Одно из главных правил, что зимовка начинается задолго до зимы, еще летом. Все нужно подготовить для того, чтобы успешно зимовать. Например, нарастить силу семьи. Для этого тоже необходимо много мероприятий сделать, чтобы семья была крепкая, сильная. Надо, чтобы она была не заклещеванной, то есть вовремя обрабатывать. Чтобы силу семьи нарастить вовремя. В августе должно быть максимально много расплода. Расплод, который уже в дальнейшем не будет воспитывать, не будет выкармливать личинок других пчел, не будет собирать нектар. То есть зимовалая пчела пойдет неизношенной. Еще очень важно с осени подготовить литковые заградители, чтобы никакие мыши не пробрались, никакие дятлы, синички. В общем, все должно быть подготовлено очень хорошо. Кстати, про мышей надо подумать не только в ульях, где семьи, но и в тех ульях, в которых хранится либо сушь, либо еще какие-то рамки. В общем, от мышей надо защищаться очень хорошо, потому что это такие пронырливые товарищи, которые пролезут куда надо и куда не надо. Вылезай, 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 вылезай и беги. Убить надо морду. Все, тягай, скоро мышей продавать будем, а не пчел. Вон они бегают. Вылезай, 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 вылезай и беги. Убить надо морду. Ну беги куда-нибудь. Какой у нас вывод напрашивается? То, что не надо чрезмерно утеплять семьи. Везде и в книжках, и сами пчеловоды не раз повторяют, что пчелы не боятся холода. И тем не менее, каждый второй советует побольше утеплителя напихать в ульи. Вот. Что нами и было сделано. А из-за этого у нас, из-за скачков температур, из этих качелей температурных, у нас довольно рано появился расплод. И это повлекло за собой, что мы постоянно открывали зимой улей, чтобы то подкормить, то в нем влага, то еще что-нибудь. И, в общем, как малых детей мы их и кормили, и поили, вот. И утепляли, грели, кормили. Вот. Ну и, к слову, про утепление мы еще из-за того, что у нас рано появился расплод в одном улье, мы узнали такой небольшой лайфхак, как узнать, есть ли расплод в улье. Для этого достаточно положить руку на холстик под подушку, и если вы чувствуете тепло, вероятно, там есть расплод. Вот. А если он там есть, то, скорее всего, вы тоже будете с ними нянчиться, кормить их, обогревать и все остальное. Вот у нас пчелки тащат обножку сывника. У нас, кстати, да, уже на орешнике тоже уже набухают почки, и скоро тоже понесут с него обножку. И вот на каждом улье у нас есть вот такой вот номерок. Они, конечно, все в разнобой, потому что каждый номер был присвоен семье. Вот поэтому они в разнобой вот так стоят. Ну, дальнейшее развитие в этих ульях мы посмотрим попозже. Расскажем вам, как обстоят дела, как развиваются семьи. На этом все. Всем спасибо. Пока.